Всем привет! Сегодня мы будем менять ксеноновую лампу в ближнем свете BMW X5 E53 кузов. В предыдущем видео я показывал, как полировать стекло блок фары. Ссылочку оставлю вот здесь, во всплывающем окне и в описании под видео. Первым делом нам необходимо выключить свет и выключить зажигание. Далее открываем капот. У нас под капотом 3-литровый дизель. Для замены ксеноновой лампы в блок фаре нам понадобится открутить заднюю крышку блок фары. Для этого нам понадобится насадка Т20 под звездочку и удлинитель. Далее нам необходимо отсоединить разъем. Здесь всего две защелки, одна сверху, одна снизу. Далее приступаем к откручиванию болтов крышки. Всего два болта сверху и два болта снизу. И нижние болты. И снимаем пластиковую крышку. Отводим ее в сторону. Далее отсоединяем металлическую скобу. На корпусе есть указатель «Открыть и закрыть», в какую сторону. Необходимо провернуть в левую сторону. Также у нас выщелкивается разъем, его можно снять, отложить в сторону. И снимаем. Есть. Так, вот наша ксеноновая лампа. Далее нам необходимо отщелкнуть металлические скобы, которые ее удерживают. Одна. И снизу вторая. Есть. И достаем нашу лампу. Здесь стояла лампа с универсальным цоколем D2C. Она подходит для D2R и D2S. Вот для сравнения лампа с цоколем D2S. Так она выглядит. У нее есть один зуб сверху и пропил сбоку. У лампы D2C есть один зуб сверху и два пропила по бокам. Один здесь, что и делает ее универсальной. Она подходит под цоколь D2S и D2R. Цветовая температура лампы с цоколем D2C 6500 кельвинов. Мы будем устанавливать оригинальную лампу Philips с цветовой температурой 4300. Приступаем к установке оригинальной лампы по Philips. При установке лампы необходимо держаться за пластик. Стеклянную колбу трогать нельзя. Также нужно быть аккуратным с изолятором. Он достаточно хрупкий. Также у изолятора не должно быть трещин. Если будут трещины, лампа выйдет из строя достаточно быстро, ввиду того, что она будет перегреваться. Вот наш изолятор. Без трещин.
в идеальном состоянии. Пропил должен быть сверху. Аккуратно заводим лампу в посадочное место и защелкиваем нижнюю защелку и затем верхнюю защелку. Далее устанавливаем блочок на место. И устанавливаем заднюю пластиковую крышку на место. И закручиваем болты. Этот болт в самом неудобном месте. Второй нижний болт закручиваем. И закручиваем два верхних болта. И поджимаем. И устанавливаем разъем на место. Готово. И проверяем. И лампа с световой температурой 6500 кельвинов. И для сравнения одновременно. В правой фаре у нас 4300 лампа, в левой фаре водительской 6500 кельвинов. Ссылку на видео о полировке фар при помощи шуруповерта оставлю вот здесь, во всплывающем окне, и под видео в описании. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем до встречи на канале. Подписывайтесь на канал.